Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный шоколадный торт «Щелкунчик». Торт готовится с шоколадным безе. Благодаря шоколадному безе у этого торта просто уникальный вкус, без преувеличения. И торт готовится совсем несложно из доступных бюджетных продуктов. Итак, я сейчас разделяю 4 яйца среднего размера на желтки и белки. Белки пока отставим в сторону. Нам сейчас для бисквита понадобятся желтки. И сейчас подготовим все сухие ингредиенты. 330 грамм муки, 15 грамм разрыхлителя, 60 грамм какао. Все это я просто перемешиваю до однородности и отставляю пока что в сторону. 5 яиц среднего размера. К ним я сейчас добавляю 4 желтка, щепотку соли, 2 пакетика ванильного сахара. Все это сейчас взбиваю до образования такой небольшой пены. И добавляю сейчас туда порциями 270 грамм сахара. Бисквит этот очень неприхотливый. Получается даже у новичков. Очень советую приготовить тем, кто боится готовить вообще шоколадный бисквит из простых и доступных продуктов. И нарезать его можно уже даже в не до конца остывшем виде. Взбиваю еще примерно 3 минуты. Особая устойчивость здесь у массы нам не нужна. Вот до такой пышности я взбивала яичную массу. Отправляю туда 150 грамм растопленного сливочного масла, не горячего ни в коем случае, и 150 грамм молока комнатной температуры. И все это сейчас просто перемешиваю. Долго уже ничего не взбиваю. Сейчас я просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Перемешиваю сейчас все это миксером, потому что здесь будет работать разрыхлитель. В принципе, особо здесь пышность это не нужна. Бисквит так и так поднимется. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать форму круглую для выпечки 26 сантиметров в диаметре. Выпекается бисквит примерно 40-50 минут. Все будет зависеть от вашей духовки. На среднем уровне выпекала без конвекции. Духовку во время выпекания хотя бы первые 30 минут ни в коем случае не открываем, чтобы масса не осела. Проверяем деревянной шпажкой, она выходит сухая и чистая. Оставляем его полностью остыть сейчас бисквит. Взвешиваем все белки, которые у нас были. 130 грамм белка. Туда к ним я добавляю от 4 яиц белки. Добавляю туда 8 грамм ванильного сахара. И сейчас общего количества сахара вместе с ванильным сахаром берем в 2 раза больше. То есть в данном случае 260 грамм сахара. Посуда, в которой будут взбиваться белки, венчики, должны быть полностью обезжирены, иначе белки не взобьются. Все это аккуратно перемешиваю и иду сейчас на паровую баню. На паровой бане дно миски ни в коем случае не должно касаться кипящей воды. И сейчас доведу эту смесь до полного растворения сахара. Температура здесь будет у смеси примерно 45-50 градусов. Выше температуру белковой смеси поднимать не нужно. Сразу же ничего не ждем, переливаем всю эту смесь в ту емкость, где мы будем взбивать. Взбиваю сейчас эту смесь примерно 3 минуты. Очень важно смотреть на то, чтобы ни капли воды не попало в белки. Добавляю туда 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. У кого нет лимонной кислоты, можете добавить половину чайной ложки лимонного сока. Вот так, когда мы уже в процессе взбивания меренги добавляем туда лимонную кислоту или лимонный сок, меренга будет более устойчивой. После введения лимонной кислоты взбивала еще примерно 3 минуты, потому что мы здесь взбиваем именно шоколадную меренгу, это особый вид меренги. Какао, который мы будем сейчас добавлять, будет, конечно же, осаждать меренговую массу, поэтому на это нужно обратить особое внимание. Просеиваю туда сейчас 15 грамм какао-порошка для выпечки. Какао-порошок у меня
меня не алкализованный. Быстро прорабатываю все миксером, долго ничего не взбиваю, просто чтобы объединилась безейная масса с какао. Больше здесь какао я брать ни в коем случае не советую. Будет казаться, что масса еще такая достаточно светлая, но она потемнеет в процессе высушивания безе. Если добавить больше какао, масса обязательно осядет, потому что какао содержит масла, и это будет очень негативно уже сказываться на качестве меренги. Сейчас вот такими палочками я отсаживаю на противень. Противень у меня здесь 42 на 32 сантиметра. Если у вас нет кондитерской насадки, кондитерского мешка, вы можете отсадить эти палочки также просто из мешка для замораживания продуктов. Срезать у него уголок и сразу им отсадить все безе. Ничего здесь не нужно ожидать. Все безе отсаживаем сразу на противень. Бумага здесь у меня для выпечки силиконизированная. Вы можете также на силиконовом коврике все это выпекать, на тефлоновом коврике, все на ваше усмотрение. Безе я буду сушить около 3 часов при температуре 90 градусов без конвекции. С шоколадом, то есть с какао, безе сушится немножко подольше. Такие палочки из безе высушиваются гораздо быстрее, чем целые коржи. Итак, бисквит у меня уже полностью остыл. Я сейчас его нарежу на коржи. Вы же можете безе приготовить заранее. Даже за 2 недели заранее просто полностью дать ему остыть и убрать его в герметичный контейнер. Ничего с ним не случится. Поэтому этот торт, в принципе, можно собрать очень быстро, если у вас уже будет изготовлено заранее безе. Желтки также в этом случае можно будет заморозить и потом использовать уже размороженные желтки для изготовления бисквита. Кому это будет нужно, в интернете есть подробнейшая информация, как замораживать желтки. Разрезаю на 2 коржа, и шапочка мне понадобится для начинки сейчас и для обсыпки торта. Коржи у меня такие почти по 2 сантиметра в высоту. Шапочку сейчас убираю. Здесь у меня 500 грамм размягченного сливочного масла. Я его сейчас взбиваю примерно 3-5 минут, в зависимости от качества масла. Масло, конечно же, комнатной температуры, ни в коем случае не холодное. Добавляю туда также 800 грамм сгущенного молока с сахаром. Здесь у меня 2 европейские банки сгущенки. Если у вас по 380 грамм банка сгущенки, это ничего страшного, можете добавить 760 грамм сгущенного молока. Это не столь критично здесь. Взбиваем до плотности этот крем, чтобы он хорошо держал форму, чтобы из него сразу можно было отсаживать цветы. Если вы новичок, лучше по чуть-чуть добавлять сгущенного молока туда и уже взбивать, вводя сгущенное молоко маленькими порциями в масло. Сейчас шапочку от бисквита я измельчила. Половину я сейчас откладываю для посыпки торта, и вторую половину я оставлю для начинки. Добавляю туда 70 грамм обжаренного фундука измельченного и 1/4 кремовой массы я также добавляю к крошке, к бисквитной. Вот этот слой из бисквитной крошки с фундуком получается незабываемо вкусным. На вкус он вот ощущается как очень нежные кейк-попсы. Очень советую вообще это иметь в виду. И крошку мы используем, и в начинке будет дополнительный слой, очень вкусный. Для пропитки 2 коржей я беру около 70 мл молока. Можете 100 мл взять, но это может быть даже будет и много. Половину сейчас вот этой массы с крошкой я выкладываю на первый корж. Здесь я взяла 70 грамм орехов. Вы же можете взять орехов до 200 грамм на 2 коржа. То есть это все на ваше усмотрение. Как вы любите, больше орехов, меньше орехов. Половину массы с крошкой выкладываю на первый корж. Безе у меня вот такое уже сухое получилось. Оно прекрасно держит форму. И я выкладываю на первый корж безейные палочки. Вот таким образом сушить безе очень просто. Они сушатся очень быстро, неприхотливые, всегда получаются. Здесь очень важно, чтобы безе было просушено полностью для этого торта. Вот это шоколадное безе создает неповторимый просто вкус у этого торта. У меня есть еще один вариант торта. Щелкунчик, немножко отличается он от этого,
на моем канале, ссылочку я вам оставлю в описании к данному видео. Этот вариант быстрый, неприхотливый, там безе выпекается с орехами. У многих в комментариях мне задавали вопросы, были проблемы именно с орехами выпекать, когда безе. У всех разные духовки, поэтому здесь я вам показываю самый простой вариант, который получится буквально у всех, если следовать точно граммовке и рекомендациям в видео. Оставшееся безе здесь я измельчаю и буду использовать его для украшения тортика сверху. Этого можно не делать, но очень красиво с ним будет смотреться. Выкладываю оставшуюся кремовую массу на верхний слой и разравниваю также. Если вам нужен тортик поменьше, допустим, круглый торт на 18-20 см в диаметре, вам следует взять всех ингредиентов и для бисквита, и для безейной массы вдвое меньше. Как я уже сказала, все составляющие для этого торта вы можете приготовить заранее, по отдельности, и облегчить себе просто работу. Благодаря вот этому шоколадному безе торт получается необыкновенно вкусным и ни на что не похожим. Очень советую его приготовить. И торт бюджетный, в принципе, здесь без сливок, без сыров. Уберу сейчас на 2 часа в холодильник, чтобы просто он стабилизировался. Когда проведет тортик ночь в холодильнике, он становится еще более вкусным. Безе остается хрустящим в торте. Главное не использовать здесь другие виды кремов. Здесь можно брать крем Шарлотт, но ни сырные, ни сливочные кремы здесь не подходят. Разрез очень красивый у этого торта. Торт этот большой, примерно на 20 порций. Торт этот, конечно же, можно подавать и как нарезные пирожные. Он очень хорошо держит форму и прекрасно выглядит в разрезе. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.